Проснулась в 7 утра, умылась, быстро побежала в метро, успела промокнуть до нитки, простояла час в очереди. И все это ради того, чтобы получить долгожданный круассан. Ну что ж, сейчас где-то 8 часов утра. Я проснулась сегодня в 7, чтобы попробовать самый дорогущий круассан в Париже. У меня есть большие ожидания по поводу него. Я уверена, когда я туда приду, там будет уже гигантская очередь, но есть надежда все еще, что что-то мне останется. И самое интересное, что я хотела снять видос буквально на днях, какой-то очень полезный, то есть я хотела снять видео о языках, о том, как учить языки, можно ли учить языки, несколько языков одновременно, где я нахожу мотивацию и так далее. Но в итоге к чему мы пришли? А еще у меня вылез прыщ прямо на вот этом благородном месте. И выглядит, как будто бы это розинка, вот эта французская мушка, знаете. Я решила предварительно позавтракать немножко, съев банан, чтобы не разориться полностью, когда я приду в это место. Что боюсь, если я приду туда голодная, я куплю круассан за любую стоимость. И мне будет абсолютно неважно, сколько он будет стоить. Ну, в общем, погодка, чистый Париж. В общем, погодка сегодня такая себе. Я посмотрела несколько видосов про это место. Просто у всех, вне зависимости от погоды, от ситуации в стране, там всегда гигантская очередь. Если она будет сильно длинная, я просто не буду там стоять. Когда я подошла к пекарне, я поняла, что мне довольно повезло. Из-за дождя стояло передо мной около 9 человек. Кто-то от голода уже начал ходить в соседний Starbucks и просто есть выпечку оттуда. Спустя буквально нескольких минут за мной уже образовалась гигантская очередь. Привет, мам! Я стою в очереди за булкой. За булкой. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Non. Vous parlez français? Oui, on peut. Ok. Je vais juste vous demander de patienter. Тут на радостях я забежала в ресторан вместе с девушкой, которая стояла передо мной, и меня попросили подождать еще немножко, потому что по правилам можно заходить только по одному. Bienvenue. Demander un croissant. Un croissant. Et c'est possible de s'asseoir ici ou non? Réservation, c'est bon. Аромат этих шикарных круассанов я чуяла уже в очереди, а на вид они просто идеальные. Помимо выпечки в заведении также продаются различные тарталетки, пирожные, и выглядят они также безупречно. Hello. So it's 4 euros, please. Несмотря на то, что там все забронировано, все равно люди туда идут. Там нельзя купить напиток, то есть ты не можешь взять кофе, допустим, или чай. Все идут только за выпечкой. Ну, проверим сейчас. В общем, это было небольшой проблемой найти место, где можно сесть и попробовать. Поэтому я не буду ждать. Попробую прямо на улице. Итак, боже, какой он красивый. Вы только посмотрите на это. Я в шоке, честно говоря, потому что такого идеального я еще не видела. Я не буду его ломать. Это так вкусно, господи. Я сужу объективно, потому что я была уже сюда, и до этого я покушала. Он идеальной рассыпчатости. Ну, то есть... У меня нет слов. Я еще доедаю. Это выше всех похвал, правда. Он идеально воздушный, хрустящий, мягкий, сливочный, то есть все шикарно.
Самое смешное, что я ем круассан за 4 евро в грязных джинсах, потому что я сегодня попала в лужу из-за того, что очень сильно торопилась в это место. Я хочу сделать сравнение. Пойдем купим сейчас круассан в обычной булочной. Обычно круассаны стоят где-то в районе 1 евро, даже, может быть, меньше, где-то 90 центов, ну, там, смотря где брать. Я возьму какой-нибудь самый дешевый, попробую найти, и сядем, сравним с вот этим вот круассаном за 4 евро. В общем, зашла я в обычную буланжерию. Здесь круассан стоит где-то евро 30, и, ну, выглядит он, конечно, мягко сказать, по сравнению с тем, не очень. Но давайте посмотрим. Круассан выглядел довольно тухленько, как будто он уже пролежал на витрине несколько дней. Цена в 1 евро 30 центов мне показалась даже слишком высокой для такого круассана. В общем, похоже, что мне нужно было сначала пробовать не очень хороший круассан, точнее дешевый, а потом уже попробовать подороже, потому что я очень разочарована. Теперь я вообще не знаю, как мне есть круассаны какие-то другие. Сегодня проводится органный концерт, а это моя мечта уже много лет посетить самый большой орган Франции. И сегодня как раз они дают бесплатный концерт, поэтому сегодня идем туда. Перед воскресной службой попросила прохожих сделать мне пару фотографий, а позже отправилась на концерт. От мощности и звука органа просто захватывало дух. Если вам так же, как и мне, нравится готическая архитектура и звуки органа, то я очень рекомендую это место к посещению. И да, еще я напрочь забыла то, что я теперь блогер, и нужно снимать видео горизонтально. В общем, тут я уже вернулась в Парижа, записываю у себя с дома. Я сохранила в церкви небольшую листовочку с текстом хора. Я, кстати, подпевала. Пыталась в панике найти, какую строчку они поют, и подпеть вместе с ними. В общем, был тоже интересный экспириенс. По поводу булочной. Очень рекомендую к посещению. Если вам не жалко потратить 4 евро на круассан, то это того стоит. Стоит ли простоять 1,5 часа в очереди? Да, стоит. Но всегда берите с собой зонтик, особенно если вы едете где-то весной. Весной льют дожди. В Париже практически каждый день, поэтому зонтик must have. Да, сейчас работаю над новым видео про языки, про то, как я выучила английский, про свой путь. Записываю какие-то небольшие советы для вас. В общем, надеюсь, будет интересно посмотреть. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч!